Перед началом данного видео хочу порекомендовать вам инстаграм-магазин Gift Hub. Подарочные боксы на любой вкус. В наличии есть готовые, а можно сделать заказ своего собственного с любой начинкой для вашего любимого человека, друга или члена семьи. Не пугайтесь тому, что здесь мало подписчиков. Аккаунт был создан всего пару дней назад. Магазин только начал свою деятельность. Доставка по всей Украине новой почтой, а по Ирпеню вообще бесплатно. Ссылка на аккаунт в описании. Не знаю, что это значит, но да. И куда сай? А? Что, реклама уже закончилась? Сейчас. Дайте мне секунду. Чай пролил. На монитор. Здорово, народ. Здорово, подписчики. Здорово, люди, впервые попавшие на мой канал. И, конечно же, завали ебало, если не любишь аниме и не отсвечивай. Ведь игра, о которой я сегодня вам расскажу, выполнена именно в этой стилистике. Genshin Impact. Игра, выпущенная в 2020 году китайской компанией HoYoverse, а разработала ее MiHoYo Limited. Жанр онлайн MMORPG. Открытый мир и все такое. Нет смысла рассказывать про большинство возможностей, ведь основные механики абсолютно идентичны для всех RPG. Я расскажу о причинах, почему я считаю эту игру достаточно хорошей, чтобы рекомендовать вам поиграть в нее, и про ее недостатки. Как в любой другой игре, у Геншина они тоже есть. Начнем с сюжета. В отличие от большинства других онлайн RPG, он здесь качественный, ведь в онлайн-сегменте особо не парятся над сюжетом. Весь сюжет почти всегда как под копирку. На мир напало полчища монстров, и мы, загадочный путешественник, какого-то хрена должны разгребать это дерьмо. А происхождение нашего персонажа никогда не поясняется, и вообще непонятно, из какой залупы мы вылезли. Все диалоги строятся на приближенной камере к NPC, который тупо статично стоит, иногда покачивает рукой в кармане, потому что он рад тебя видеть, шевелит усами и подмигивает. Или это я путаю со своим соседом? В итоге диалоговое окно тоже статично висит, и мы клацаем ответы, не читая до тех пор, пока оно не исчезнет, ибо неинтересно. В Геншине все совсем наоборот. Во время диалогов камера движется, меняет ракурс, персонажи шевелятся, жестикулируют, ветер развивает их волосы и одежду. Все это создает атмосферу живого диалога. В каких-то ключевых моментах даже сделаны круто срежиссированные кат-сцены, в которых можно увидеть крутую боевку, не уступающую реальному аниме. К тому же сюжет здесь реально интересный. Прям хочется узнать, чем все-таки закончится эта история. Брат и сестра путешествуют по разным мирам и натыкаются на злую ПМСную тетку, которая превращает их в Майнкрафт и разлучает. Мы попадаем в неизвестный нам мир под названием Тейват. И отсюда начинается наше приключение, в котором основная наша цель — найти сестру. Или брата, смотря за кого вы решили играть. Попутно попадая в передряги с жителями Тейвата, которые будут встречаться вам на пути. Знаете, что мне больше всего нравится? Долбиться в задницу. Нет, не это. То, что в Геншине есть дух приключений. Во всех онлайн-РПГ нас позиционируют как путешественника, искателя приключений. Но дух этих приключений нифига не ощущается, потому что все наши действия сводятся к одному и тому же. Взять квест в городе, пойти на поляну убить мобов, вернуться в город, взять квест по новой, опять пойти на поляну, убрать дерьмо за своим маунтом, вернуться в город, сдать квест, убрать дерьмо за собой, опять взять квест, пойти в подземелье, убить босса, опять в город сдавать квест, опять на поляну собирать ресурсы, опять в город за квестом, опять на поляну, послать нахер встречного прохожего, получить от него пизды, резнуться в городе, вернуться на поляну, попытаться отомстить, получить пизды еще раз, выключить игру, удалить игру, разломать компьютер, наконец устроиться на работу, и так по кругу. В этой игре, не взяв ни одного квеста, можно выйти из города, выбрать себе направление и просто идти по прямой, и вам будет чем заняться. По пути вы будете находить кучу сундуков с сокровищами, которых тут тысячи, натыкаться на разные загадки, решив которые вы также получите награду. И загадки самые разные. Лопнуть из лука шары, активировать разными стихиями колонны в определенном порядке или просто их активировать. Зажечь факелы и даже вырвать из грядки морковь, чтобы появился сундук. Будут происходить случайные события, кого-то надо будет спасти от монстров, кто-то попросит вас отнести что-то другому NPC, разнообразие уйма. Здесь поощряется все. Вы будете получать награды за любой чих. В итоге даже без квестов, просто путешествуя по миру, вам будет чем заняться. Контента очень много. Это и есть настоящий дух приключений. У меня не раз было так, что я шел делать квест, по пути находил сундук, думаю, ну сейчас заберу сундук и пойду дальше по квесту. Пока шел к сундуку,
сундуку замечал второй, думаю, ну сейчас его захвачу. Потом замечал третий, а потом на загадку натыкался и меня уносило. В итоге про квест я вспоминал через часа 3, а глядя на карту замечал, что меня унесло на несколько километров в противоположную сторону от задания. Наши желтые друзья хорошо потрудились и над боевой системой. Благодаря необходимости взаимодействия между стихиями, битвы становятся намного интереснее. Чтобы лишить врага щита, нужно спалить его огнем. Чтобы заморозить, сперва ударить водой, а потом льдом. Если ударить водой, а потом огнем, образуется пар. Если льдом и огнем, таяние. И таких комбинаций уйма. Это делает битвы с монстрами увлекательнее, чем бездумное размахивание мечом направо и налево. Всего 7 стихий. Вода, земля, огонь, воздух, электричество, заморозка и дерево. Но в Геншине их называют на языке стального алхимика: гидро, гео, пиро, анемо, электро, крио, дендро. Прекрасно и то, что в этой игре нет той распространенной проблемы, которая есть абсолютно в каждой онлайн-РПГ. Инвентарь. В любом проекте всегда есть 100 тысяч миллионов предметов. Для доспехов, для оружия, для дома, для готовки, для крафта, для точки, для продажи, для маунта, для ходьбы, для красоты, для хуйни, для тебя, для него, для текстур, для мобов, для боссов, для спины, для правой ноздри, для всего на свете. И все эти предметы всегда очень нужны. А места в инвентаре никогда не хватает. Зато в этой игре вы можете ни в чем себе не отказывать. Сумка тут бездонная. Ну, почти. Тут есть, конечно, лимит. А какой тут, блядь, лимит? Но вы доберетесь до этого лимита, когда у вашего внука будет первый секс. Я подбираю любой мусор, который вижу, и до сих пор не ощутил проблемы с нехваткой места. А вот проблему с вонью ощутил. Наверное, все-таки стоит ресурсы собирать, а не мусор. Есть еще один плюс у этой игры. Лично для меня это не плюс, так как я предпочитаю играть только на ПК. Но вот любителям мобильного гейминга это будет плюсом. В Genshin можно играть как на ПК, так на телефонах и приставках. И прогресс будет сохраняться. Так вы можете поиграть дома за компом, а потом, когда будете в метро ехать в свой садик, продолжить с того места, где остановились на своем телефоне. Кстати, сохранение прогресса работает только для ПК и смартфонов. Консольщики сосать. Настало время поговорить о минусах Геншина. Первый и самый серьезный — это не онлайн-игра, как все ее позиционируют. У каждого игрока здесь свой отдельный одиночный мир, в котором вы бегаете и занимаетесь всем, чем можно заниматься в Геншине. Никаких тебе ПВП, никаких гильдий и войн кланов с замесами 100 на 100. Кроме тебя людей на полянах нет, и даже если очень захочется, ты не встретишь на поляне сочную тяночку, чтобы покатать ее на своем льве по текстурам. Кстати, перед катанием гриву своему льву не забудь побрить, если ты понимаешь, о чем я. Единственное, что тут есть из так называемого онлайна, это возможность добавить кого-то в друзья и позволить ему войти в свой мир, либо зайти в его и уже вместе побегать. Вот только непонятно зачем. Игра несложная, тут спокойно можно делать все в одно лицо. Убивать монстров, боссов, добывать сокровища, проходить подземелья и сюжет. Зачем тут нужен еще подсос рядом, мне непонятно. Ходить за ручку с ним сундуки собирать? Это какой-то петушней попахивает. Так что онлайн эта игра только на бумаге. На деле она одиночная. Второй минус Геншина — персонажи. И этот минус очень глобальный. Начинается все с отсутствия возможности кастомизировать персонажа. Когда мы начинаем игру, мы не можем выбрать внешность персонажа, настроить черты лица, телосложение, прическу и все остальное. Даже в одиночных РПГ, где четко прописан главный герой, можно хотя бы минимально кастомизировать его. В том же Ведьмаке, где четко прописан главный персонаж Геральт, можно пойти в парикмахерскую, поменять прическу и сбрить бороду. В Геншине же нам только дают выбрать, кем будем играть: куном или тянкой, то есть братом или сестрой. И ладно бы хуй с ним, если бы проблема была только в этом, но она намного глобальнее. У всех персонажей в этой игре только 4 скилла. 1 пассивный и 3 активных. 2 из них мы юзаем постоянно, а 3 это ульта, которая копится в ходе битвы. Вдобавок, каждый персонаж владеет только одной стихией. Какой-то персонаж использует только воздух, какой-то только огонь, третий только электричество и так далее. А поскольку все битвы в Геншине построены на взаимодействии стихий, решение загадок тоже, потому что колонну нужно активировать разными стихиями, да и вообще вся блядская жизнь Тейвата основана на стихиях. Вам придется хорошо вкачать и одеть минимум 2 отряда, а это 8 персонажей. В одном отряде находится 4 героя. Вы одновременно играете с 4 героями, между которыми можете активно переключаться во время боя, а вне боя поменять состав отряда. А это гринд и еще раз гринд. И персонажей, которыми тут можно играть, примерно как, сука, людей на планете Земля. Мне больше нравится играть, когда персонажи делают
Нормальными, а не инвалидами, как тут. Когда ты выбираешь себе расу, класс, и у твоего персонажа есть 20 или даже 30 скиллов на все случаи жизни. Бафы, дебафы, атакующие скиллы, умения, которые помогут выжить в критической ситуации. У каждого класса свои сильные и слабые стороны, но их объединяет одно. У них есть все необходимое для существования, потому что разработчики понимают, насколько долгим будет процесс развития. При таком раскладе тебе фармить и качаться нравится. Ты хочешь добывать новые доспехи, оружие, точить их и делать все возможные усиления героя в рамках той или иной игры, несмотря на всю сложность и длительность. Так вот, в Genshin Impact эту сложность и длительность умножайте на 8, так как я уже сказал ранее, именно столько персонажей нужно одеть и прокачать. Для этого нужно прокачать уровень персонажу. Когда вы докачаете его до потолка, нужно будет его возвысить, чтобы пробить потолок и качать его дальше. Найти, выбить или скрафтить нужное оружие, благо хоть доспехов тут нет. Заточить его, потом так же, как с персонажем, возвысить, чтобы точить дальше. Сделать пробуждение из дубликата этого же оружия. А это опять фарм. Или крафт, на который все равно, блять, ресурсы придется фармить. Добыть нужный сет артефактов из 5 штук, которых тут столько же, сколько и персонажей. И надо подобрать нужный комплект под каждого персонажа. Потом также заточить эти долбаные артефакты. И еще не факт, что вам выпадет нужной и необходимой редкости. Прокачать скиллы, прокачать созвездие, которое вообще качается только при помощи жертвы точно такого же героя, которого можно достать только из крутки баннеров. Это местные лутбоксы за донат. Тут, конечно, дают эту валюту, за которую мы молимся на баннеры, и просто так, но немного. Это же не принесет денег разработчикам. А вишенкой на торте этого минуса является ежедневное ограничение на фарм в виде смолы. Она нужна для наград с боссов и походов в подземелье. Всего ее 160. Для одного босса нужно 40 смолы. Для данжа 20. А восполняется она с течением реального времени. Как вы думаете, много за сутки нафармите? И это все только на одного персонажа. А нам, напоминаю, нужно 8 таких. Если ты больной ублюдок, любящий гринд, играешь по 18 часов в сутки и никогда не выходишь из квартиры, то может ты и выфармишься относительно быстро, без доната. Но если у тебя семья, работа, жена, дети сопливые и походы к проктологу, то этот процесс может затянуться, наверное, даже на годы. Идем дальше. Помимо уровня персонажей, здесь есть еще ранг приключений. Это так называемый уровень аккаунта, и чем он выше, тем больше у вас открывается функций и возможностей. Эта мерзость тоже замедляет ваше развитие. Когда ваш персонаж дойдет до определенного уровня, чтобы дальше его возвышать и прокачивать, необходимо будет апнуть определенный ранг приключений. Несмотря на все ограничения, нафармить ресурсы на возвышение можно гораздо быстрее, чем апнуть ранг. И даже имея все нужные ресурсы, вы не возвысите персонажа. Поначалу это не сильно ощущается, ранг апается быстро и вы даже не заметите этих ограничений, но когда игра уже будет приближаться к лейтгейму, готовьтесь к анальной боли, ибо необходимый опыт для прокачки нифига не пропорционален. В двух словах, чтобы вы поняли, о чем я, чтобы апнуть ранг приключений с 1 по 45 нужно 2 единицы опыта, а чтобы апнуться с 45 по 46 надо 2 миллиарда опыта. Веселая математика у разрабов, да? В итоге вместо того, чтобы возвысить героя здесь и сейчас, потому что у вас есть ресурсы, вы отправитесь пару месяцев заниматься всякой дрочней, чтобы поднять 5 уровней ранга. Последний минус объединяет в себе все 3 предыдущих минуса. То есть то, что я уже перечислил, породило дополнительный минус, которого вообще могло не быть. Genshin очень быстро надоедает. Его позиционируют как онлайн-игру, и геймплей тут заточен под онлайн-игру. Ежедневные квесты, еженедельные квесты, боевой пропуск, регулярные ивенты и много всего другого. Но это одиночная игра. Этими вещами интересно заниматься в настоящей онлайн-игре, потому что есть челлендж. Мы соревнуемся с другими игроками, кто быстрее вкачается, оденется, закроет все задания в ивенте. Но делать эту шляпу в одиночной игре вообще не интересно. С кем мне соревноваться? С Пайман? И этот бесконечный гринд. Тут не с кем ппшиться. А значит снова, необходимости соревноваться, кто быстрее оденется, нет. В одиночной игре я хочу наслаждаться игрой, ее пейзажами, классной историей и атмосферой, а не заниматься 24/7 дрочкой одних и тех же подземелий. Но игра заставляет тебя это делать, ведь без этого ты не сможешь нормально играть. Ранг приключений вообще самая настоящая мерзость. Опять же, в онлайн-игре это уместно. Мы соревнуемся, у кого больше хуй с другими игроками, кто быстрее вкачается, оденется, закроет ивент и много другого. Но для одиночки это трэш. Представьте, если бы подобное ограничение было в том же Ведьмаке. Скажем, чтобы выучить алхимический навык,
нужно сперва прокачать ранг школы ведьмаков. А чтобы прокачать ранг школы ведьмаков, надо убить 100 тысяч утопцев. И без алхимического навыка пройти игру дальше вы не сможете. Была бы тогда эта игра так всеми любима и популярна? Я думаю, нет, ее бы нахуй удалили через неделю. С Genshin Impact та же история. Если вы решите в него позадрить, вот прям плотно, только Genshin и больше ничего, то через пару недель он вам надоест. В лучшем случае вы сделаете перерыв и снова зайдете поиграть через месяцок. В худшем удалите и больше никогда про него не вспомните. И знаете, некоторые отрыжки в мою сторону по типу «Так бывает с любой игрой, если играть только в нее» не прокатят. Каждую часть Ведьмака я прошел не один раз, и при каждом прохождении я играл только в Ведьмака, чтобы не потерять атмосферу мира и сюжета. В третьей части сидел по 3-4 месяца, пока не вылезал карту начисто. Когда проходил Oblivion, вообще полгода просидел только там. И это касается, кстати, всех частей серии The Elder Scrolls. Та же история с Assassin's Creed и другими. Так что не каждая игра надоедает. Если она сделана правильно, для каждой игры это свой аспект, то игра не надоест, даже если играть в нее всю жизнь. Лично я ставлю Геншину 6,8 из 10. Вот капельку он не дотягивает до 7 баллов, как по мне. В любом случае, эта игра хороша, и я рекомендую с ней познакомиться. Вкусы у всех разные, вдруг вам зайдет так, что вы будете играть в нее сутками и вообще будете готовы умереть за Геншин. А может скажете, что сенсей какую-то шляпу посоветовал. На самом деле Genshin Impact это невероятно огромная экосистема, и про него можно говорить сутками, даже не часами. Я буду продолжать играть в Genshin, стримить его и, возможно, в будущем буду снимать по нему гайды. Если вам интересна эта тема, скажите об этом в комментариях. А если у вас уже есть вопросы по Genshin, то предлагайте темы для гайдов, и я постараюсь их реализовать. Если это видео тебе было полезно, ты узнал для себя новую игру, в которую можно поиграть, или тебе просто понравилось видео, а оно тебе понравилось, я долго к нему готовился, то поставь лайк. И не забудь всем своим друзьям его показать, которые играют в Genshin. Аудитория у этой игры большая, вот чтобы каждый посмотрел мой ролик. Вперед! Это ваше домашнее задание. Если вдруг каким-то колдунским способом ты еще не подписан на мой канал, то бегом исправь это, иначе никогда в баннерах не выкрутишь желаемого персонажа. Кнопка под роликом. И как бы так закончить видео, чтобы вот прям хорошо было? Идеально!